Сегодня попробуем рассказать, почему стримы у нас такие на канале Бугурт Лиги, на канале HMBA. И в целом немножко про стримы. Но мой основной посыл про то, что не стесняйтесь стримить больше, стримить с телефонов, выкладывать контент. Можно директом присылать контент в группу, присылать Артему Васильеву и другим замечательным, Ирине Камаеву, другим замечательным людям. Приносите, я думаю, что это в любом случае пройдет отсев и найдет свое место на канале. Да, нам нужно, в общем-то, больше контента от людей, потому что только с помощью вас можно все это популяризировать. Вот. Слушайте, ну опять же нам пишут по поводу карантина, и основная проблема, что мы с Юрой его никак не нарушаем. Мы какой день уже здесь с тобой, Юра? По-моему, с того момента, вот как типа карантин ввели, мы с Юрой здесь сидим. Неделю сидим, да, домой не ходим, моемся редко, еду нам приносят. Ну вот, мы сейчас у Юры на студии, в общем-то, на студии есть все, чтобы поддерживать самоизоляцию и самое себя главное, в адекватном виде. Да, самое главное, что есть Сергей Анатольевич Аброськин, который... Поздоровайся. Всем привет, ребят! Я пытаюсь инженерить всю эту стрим-трансляцию и помогать ребятам, чтобы было все круто. Поэтому присоединяйтесь, мы здесь вместе карантиним. Новое сленговое слово карантиним. Сленговое слово. Все так и есть. Так, и последние шаги, чтобы настроить наконец-то Facebook. Он без авторизации всегда очень ругается. Вот это показываешь на экран же? Нет? Нет, но я могу показать, смотрите, захват окна в браузере. Давайте я вам покажу. Я пока включу с телефона комментарии, чтобы можно было их адекватно читать. Да, ну и слушайте, мы решили вообще постримить как раз вот в связи со всей этой ситуацией, чтобы все смогли посидеть дома, посмотреть стрим, потому что если мы это делаем в будний день вечером и не поздно, то никто не смотрит. Все на работе, гуляют или еще где-то. А вот у нас появилась идея все это запустить, возможно, рассказать что-то интересное. И главное, если у вас есть какие-то вопросы по поводу трансляции, потому что мы читали комментарии, много было всего сказано по поводу картинки, по поводу связи, потому что вот даже я присутствовал в моментах, когда у нас обрывался интернет, и мы ничего не могли с этим сделать. Ну вот, в последнее время мы очень много это изучаем, и вот у меня есть список вопросов для Юры, и он, как человек в этом опытный и профессионал, вот он сейчас настроит стрим на Фейсбуке, и я думаю, что сможет в паре слов рассказать, кто он вообще такой, чем он занимался до этого, и зачем вообще все эти стримы нужны. И основная проблема-то наша, это как снимать наши бои 5/5. Мы сами этого пока не понимаем, и вот стараемся вместе с Юрой и другими командами вот найти идеальный формат, потому что очень легко снимать футбол, вообще не проблема. Все знают, у тебя есть один мячик, ты за ним следишь. Да, а в 5/5 может быть 2 мячика, 3 мячика, и это 3 центра внимания, за которыми нужно следить. Здесь есть свои тонкости. И как часто я слышу после стримов о том, что там... И появляются советчики, которые знают, как надо делать правильно. Ребята, не стесняйтесь, пишите, а лучше приходите к нам в аппаратную, когда мы делаем стримы, мы послушаем каждого, посадим за пульт, дадим наушники и возможность как-то повлиять на монтаж, на крупность планов. И это не шутки, это не ирония, действительно нам нужны, не знаю, ваши советы, ваши идеи, может быть, действительно что-то из этого хорошее родится, давайте пробовать. Потому что там даже небольшими средствами всегда можно сделать что-то. У меня была такая проблема, что до вообще подготовки мероприятий, до Рекона, до Бугурт Прайма, мне почему-то казалось, что сделать стрим это совершенно несложно. Это ты приходишь, ставишь камеру, подключаешь ее к компьютеру, и через какую-нибудь программу ты это запускаешь, и все работает. Сложно там сделать трансляцию футбольного матча, ТВ, ну тут прям такое что-то настоящее. А это стрим, это какая-то фигня, ты без проблем взял, запустил, и он репостов наделал. Барбахинах. Да, репостов наделал, и все, проблем никаких нету. Но оказалось все не так, причем все совершенно не так.
Ну, в общем-то, Юр, как я понимаю, самый простой стрим это сделать с телефона. Вот я сам стримил с телефона, и, в общем-то, в данный момент это на одну соцсеть это вообще не проблема. То есть ты включаешь приложение, запускаешь его, и у тебя все работает, стримится там на YouTube Live или на VK Live. Да, вообще на ура. А проблема начинается, когда нужно стримить на несколько платформ. И вот, например, сейчас мы делаем стрим с камеры, то есть не с телефона. Мы с чего стримим? С Canon? Ой, я вам сейчас покажу, смотрите. Все по правде выглядит вот так. Между двумя мониторами, давай, чтобы я видел хорошо, я вот так сделаю. Ага. Между двумя мониторами стоит камера. Вот так вот. Все очень просто. Но ничего не видно. Да. Камера захватывается по HDMI, идет в карту захвата. Карта захвата видится в OBS. OBS отправляет RTMP поток в, допустим, Restream сервер. Restream отправляет Facebook, Контакт, YouTube, Одноклассники, Twitch и все, что вы хотите. Если у вас есть хороший интернет по проводу, то у вас получится стрим. Вот. Для начала так. Значит, что вы видите на экране? Это сайт Restream его. Туда можно не платить денег или заплатить чуть-чуть денег, от этого будет больше каналов. Вы с OBS стримите на этот сервер. Там можно указать, у них есть сервера в Германии, в Англии, в Восточной Европе. Либо ставить автомат, либо вы можете заморочиться и замерить пропускную способность тех или иных каналов. Там, в общем, есть во что поиграться. Самое главное, начинайте заниматься стримом не как мы за час до мероприятия, а за сутки до мероприятия. Тогда у вас будет больше возможностей наступить на грабли и что-то поправить. Слушай, всем вообще кажется, что стрим нужно делать вот прям серии за 5 минут. Подготовился, сел, взял какую-то бумажку, включил телефон и запустил. Хотя, оказывается, нет, даже часа сегодня не хватило для того, чтобы это сделать. Да, потому что нужно подключить, поставить свет, поставить камеру, вычистить фоны, все это включить звук. У нас звук не подключался, оказывалось, перезагрузили OBS, там перезагрузили драйвера, пошло. Конечно, легко, ребят, самое простое стримить с телефона, потому что есть тот же софт Restream, в приложении YouTube есть кнопка «Стримить с YouTube», вы можете свою любую активность стримить, а самое главное, вы можете приходить на тренировки, на соревнования, как это называется, в общем, на любые удивительные общественные мероприятия, и там включать, ставить на штатив свой телефон и стримить на свой канал, и это будет хороший контент, у него будет зрители, пройдет. Я вам особенно советую стримить на Facebook, потому что у Фейсбука хорошие алгоритмы продвижения, даже не тратя в продвижение денег, вы сможете уже разнести эту весть среди своих подписчиков, своих знакомых, и они сразу увидят, что у вас что-то происходит. Вот как вот то небольшое количество людей, которые сейчас нас смотрят на Фейсбуке. Пишут почему-то, что... Например, допустим, ребят, для тех, кто смотрит нас в ВК, такой момент, что Facebook, если теряет коннект с потоком, то он заканчивает сессию и считает стрим закрытым. Мы сейчас, давайте попробуем просто перезапустим, сделаем его хлобысь и хлобысь. И может быть он сейчас поднимется. И вот этот стрим, который был, уходит в архив. ВКонтакте, на YouTube так нету. В YouTube, как минимум, YouTube может ждать долго, пока снова не поднимется поток. За этим нужно следить. И для этого всегда должны быть запасные контрольные ноутбуки, где вы только смотрите на то, что к вам приходит. Вот на одном компьютере вы смотрите статистику связи, ширину канала, уровень потока, как проходит битрейт. И если там есть трудности, вы можете понизить битрейт, понизить качество. Но главное, чтобы сохранить стрим. И важно контролить. Я не знаю, что сейчас с Фейсбуком, вот что произошло с Фейсбуком, я смогу понять позже, когда я уйду из кадра и сяду в это дело анализировать. Сейчас мне система показывает, что она пытается посылать сигнал. Давайте зайдем сейчас в Бугорт Лигу, в канал.
скажем, что мы хотим. Ты это сейчас на экране показываешь, да? Нет, думаю, что... Ну, понятно. Ну, вот смотри, вот сейчас идет лайв. Ну, вот, единственное, что он там. Оп. Нет, это не тот канал. YouTube. Угу. Вот. Бугурт Лига. Сейчас мы его увеличим. Ну, давай сюда тогда, окей. Паролик и остальное вы не увидите, но можете что-нибудь смотреть. Обезопасить мой канал. Ой, смотрите сейчас. Нахер. В общем, есть достаточное количество причин, по которым Facebook может просто прекратить вашу трансляцию. Вот, например, сейчас, оказывается, задним окном вылезло оповещение о том, что ваш пароль устарел. И в ваш аккаунт зашли с другого IP. Вдруг весь контакт был потерян. Мы снова перезашли на страницу и имеем доступ. Сейчас попробуем с этим разобраться. Нажимаем прямой эфир. О, отлично, хоть друзей добавишь. Ой, Иван Вареников, наконец-то добавился в друзья. Это хорошо. Так, начать. Копировать, вставить в журнал. Все. Похоже на правду. Метрики пустые. Вот, мы опять в эфире, он пишет. Да? Сейчас в прямом эфире Юрий Исхаков лайв. Снова. Да. Ну, увидишь, волшебно. А здесь, при том, что пишет, что не подключился, мы сейчас перезагружаемся и, возможно, увидим. Слушай, ну, как я понимаю, Facebook все-таки посложнее, потому что я не знаю, насколько это так. Вот я, например, когда на нем работал, ВКонтакте все-таки попроще даже. Вот ты в кабинет входишь личный свой, там все... В Facebook ходишь, и это как какой-то космический аппарат с кучей настроек, с Инстаграмом еще. Все это вместе, прям, ну, в нем реально нужно серьезно разбираться. А я еще добавлю тот момент, что они меняют дизайн, и иногда меняется логика. Я там провел стрим, провел мероприятие, захожу через 2 месяца. Где эта кнопка? Куда она делась? Слушай, ну в Фейсбуке, смотри, вот возьмем Бугурт Прайм. Мы не давали никакой рекламы, ничего не делали, запустили трансляцию в Фейсбуке и получили сразу же, по-моему, 5000 просмотров с ничего. Хотя у нас была трансляция на Ютубе, у нас была трансляция ВКонтакте. Вот, нас сильно Фейсбук удивил. Да, в общем, ну, друзья, близкие к пониманию SMM-технологий, разъяснят нам, как это работает. Я лично понимаю, что когда мы смотрим просмотры, видим статистику просмотров в ВК, их может быть там 12 тысяч, но считаются и те просмотры, когда люди просто увидели новость, открыли ее, зависли на секунду и пошли дальше, и уже просмотр. На Фейсбуке ты можешь посмотреть статистику вовлеченности или статистику досмотренности. Это очень важно. Ребят, очень важно, если вы на Фейсбуке стримите, то все участники должны делать перепост. Это работает на Фейсбуке, и, скорее всего, 5000 вы достигли именно поэтому. Все, кто заинтересован, должны трансляции перепостить. Да. Обязательно это правило просто всем своим. Перепост всем своим друзьям, делать рассылку. Она сразу работает. У нас есть идея. Ты можешь сесть на стул и сюда заезжать, как неожиданный гость. Да, нормально, давай продолжим. В общем, обычный стрим — это очень много компов, ноутбуков, камер конвертеров, переходов, HDMI, SDI, фабер-ченнелов, оптических линий. И все это нужно подружить между собой. Потому что спорт хорошо выглядит в 1080p. Когда мы стримим откуда-то из далеких мест, 1080p не проходит. Что такое 1080p для простых людей? Вот можно словами. Вы все знаете, что есть Full HD. Это 1920 точек на 1080 точек. И получается ваш 16:9 кадр. Можно сделать его меньше, можно сделать 720.
720 на сколько? На 1280 на 720. Он будет поменьше. Это вот 1080, это 720. То есть нам надо данных на треть меньше посылать. Плюс есть количество кадров. Вот знаете вы или не знаете, вот когда вы видите 50i, это 50 полуполей. Если вы наберете 50i на YouTube, вы увидите, что все показывают пальцами вот так. Да, я помню это. Я тебе показывал. Да, немцы, англичане, американцы все показывают так вот. То есть 50 полуполей сменяются. О, кстати, а я могу вот так делать, вы умеете? Вот так же сменяется еще могу в обратную сторону. Полуполя сменяются вот так вот. И получается на телевидении изображение. Но поскольку мы уже не без телевизоров, а в интернете, возникает интерлейсинг, такие лесенки на краях кадров. И либо смаз. И когда рыцарь бежит, он возникает в смазе или в желе, появляются артефакты. Поэтому нам нужно, чтобы каждый кадр был самостоятельный. Это называется P. Прогрессив. Либо 25p, либо 50p. В 25p спорт выглядит достаточно, ну как сказать, видны разрывы между фазами кадров. И это получается брак. Поэтому мы стараемся делать в 50p. Так вот, когда мы всю линию выстроили в 1080-50p, а в 50p это нужны все кабеля и весь тракт в 2 раза больше, чем в 25p или в 50i. Сделали всю эту картинку, дальше мы пытаемся запихнуть в интернет. И, допустим, когда мы делали «Битву наций» в 2018 году, только 2 или 3 месяца ушло на разговоры про интернет, потому что интернета в Санта-Севере не было. И мы месяц писали, просто вот находили, гуглили все итальянские сайты, все телекоммуникационные компании, типа, здравствуйте, сделайте нам интернет в Санта-Севере. Слушай, подожди. В общем, в Санта-Севере были проблемы с интернетом, и в итоге мы чудом нашли человека, у которого есть интернет в соседней деревне, в 5 километрах, там в горах. У него поставили антенну, сделали Wi-Fi мост, сделали тест. Оказалось, что одного Wi-Fi моста недостаточно, сделали второй Wi-Fi мост. По 2 каналам мы, в общем, гнали потоки, чтобы как-то из этого выпутаться. И получилось хорошо. В общем, на интернет уходит много времени, и все равно приходится часто ваш 1080-50p складывать 720p, потому что на телефонах и в целом интернете это все выглядит достаточно похоже, но, по крайней мере, можно пролезть. Плюс, если вы делаете спид-тест, это спид-тест до какого-то ближайшего сервера, и он может показывать высокие значения. А вот попробуйте сделать спид-тест на сервер YouTube, который находится в Калифорнии. И окажется, что от ваших 100 мегабит у вас есть всего 5 или 6 мегабит доступа до этого сервера. Слушай, ну и плюс ты скажи по поводу спид-теста того же самого. Во-первых, что это такое, и во-вторых, как этим пользоваться. Потому что я сам так делал, я просто включал спид-тест один раз, смотрел, какая скорость, и отсылал эту информацию тебе. Это в начале. Да, в общем, многие знают, что когда вам нужен хороший интернет, вы идете на сайт speedtest.net, там, где вы находитесь, здесь может быть с телефона, может быть с интернета, может быть из отеля. Вы нажимаете тест и смотрите, на что может способен ваш интернет. В данном случае мой интернет показывает, немного. Вечером все пришли домой, качают, смотрят кино. В хорошую погоду здесь бывает 120 мегабит, в общем, чуть больше 100. Сейчас все заняты. Но нам интересен не прием, нам интересна отдача. Вот смотрите, сейчас, что будет с отдачей. И бах! Видите, никто кроме нас не стримит. И поэтому на нашем канале есть 80-90 мегабит на отдачу. Кстати, не делайте никогда спид-тест во время стрима, как мы сейчас. Потому что вы можете завалить канал. А мы завалили? Не знаю, вот сейчас будет провал, это из-за спид-теста, потому что спид-тест пытается максимально прожать канал. Юр, ты полчаса в эфире, и скорость провайдер снижает. Вот. Да, не. Давай так, давай, мы это спросим. Это вообще, наверное, самый основной вопрос многих наших проблем и всего остального. Это я еще спрошу. Смотри, вот, Юр, пока вот не забыли, был комментарий от Марины Головиной. На одной из БН была трансляция с несколькими каналами параллельно. Было круто. Основная трансляция режиссерская с красивыми крупными планами и комментаторами, а параллельно вторая. Это общий план в стиле того, как снимает дядя Юра. И это, видимо, было не с тобой, это было на БН, наверное, там года 3-4 назад. Даже 4. А вот, видишь, нужно сослаться, что имеет в виду, потому что мы тоже такую штуку делали.
Слушай, ну как я понимаю, многие хотят как? Многие, кто посвящен в наше прекрасное хобби, спорт, движение, им хочется смотреть только один план, чтобы было видно всех бойцов, не упустить ни одного момента. Те, кто не посвященные, один план для них будет скучно. Вот как выходить из этой ситуации? Возможно, и вправду несколько каналов. Я слышал про какие-то штуки с переключением, когда ты можешь на Ютубе, например, или на каком-то сервисе, ты можешь переключать камеры. Либо ты можешь сам себе выбирать какую-то трансляцию. Почему нельзя так сделать? В чем проблема? Вот, кстати, я сейчас отвечу на твой вопрос, но мне вот интересно. Вопрос сложный большой, потому что, смотрите, в целом аудитория, как я понимаю, делится на, вот, не то, что делится на белых и черных, в общем, вот, возникает большая сложная градация от тех, кто хочет смотреть развлечения, как мы это называли, есть шоу, есть спорт, а есть... Шоу и спорт. Нет, есть шоу и спорт, а есть... Ну, в общем... Не знаю, я не знаю, что это. А есть те, кто хотят смотреть как спорт, где было бы все технично и важно. И, по сути, чтобы удовлетворить одну аудиторию, нам нужно показывать просто 3 общих плана, переключаясь с разных ракурсов сверху, сбоку, сбоку, сверху, сбоку, сбоку. И тогда профессионалы будут втыкать, смотреть на свои команды, за которых они болеют. Или в целом, кому не чужд этот вид спорта, будет смотреть за деталями. А есть по другую сторону люди, кто нифига не понимает вот в этих нюансах, но им хочется увидеть шоу, хочется увидеть рубку, увидеть бой. И тогда это нужно делать как кино. Крупно месяц махнулся, крупно глаза налились кровью, крупно он упал. И тогда будет вообще непонятно, почему он упал, как кто-то того завалил и что произошло. И мы ищем некие компромиссы. Пока вот тот компромисс, который мы нашли, это повествование в более средних планах, когда мы видим фигуры наших персонажей, наших героев, и чтобы было видно, что он за него взялся, и что он ему вот сюда нанес. А на общем плане будет видно, что он еще в него ногой ударил. Потому что если делать вот такие крупные планы, то вот этих всех движений будет не видно. Согласен, Юра, почему нельзя сделать, чтобы один человек мог смотреть себе общий план, вот один ему дали вот этот общий план, он его смотрит, а кто хочет, он спокойненько заходит на другую какую-то трансляцию, на другую ссылку. Согласен и смотрит, вот как сейчас на прайме, то есть... Слушай, неоднократно такая идея была, но я думаю, что когда мы немножко подрастем, когда аудитория наша станет шире и там, не знаю, больше станет рекламодателей, мы сможем себе это позволить, потому что если мы сейчас пытаемся наш стрим засунуть вот в такой интернет, то нам нужно вот такой интернет, чтобы туда вошло 8 вот таких линий, чтобы человек мог сам переключать. В принципе, YouTube позволяет и можно сделать не только на YouTube, возможно, чтобы ты сидел и сам кнопил, что тебе интересно. Но это опять же те, кто хочет сидеть и кнопить. Можно делать 360 VR, как 360 мы делали в Сербии, да. Ну там только были проблемы с качеством, как я понимаю, интернета не хватало вот, на то, чтобы смотреть. Не хватало, Юр, смотри, основная проблема это интернет. 4К, а дальше уже интернет, да. Смотри, получается, вообще основная проблема сейчас всех стримов это интернет, правильно? Да. То есть, вот смотри, давай, например, возьмем ситуацию на Реконе, которая была, вот мы про нее писали. Вот что вообще делать? Во-первых, как сейчас все поменялось? То есть, как я понимаю, там пару лет назад было попроще. Угу. Ну, ты мысль закончил, а я Да, все, так я мысль закончил. Вот что-то открыть. Но ты попроще имеешь в виду в каком смысле? Ну, попроще в плане, что мне казалось, таких проблем не было, что именно с трансляциями они не падали, то есть, ну, как бы ничего не происходило. Слушай, ну, нет, я скажу, что немножко по-другому, потому что сейчас у нас, чат пошел. Не, идет, я его смотрю, что там происходит. Немножко по-другому, потому что интернета стало больше, он стал доступней, и просто мы раньше этими вопросами не занимались, потому что растет качество мероприятий. Видишь, допустим, Монако, Бугур Прайм последний. Хороший свет, больше сценического оборудования, экраны, костюмы, номера появились. Очень много вводится поправок в правила. И тут мы начинаем смотреть, что-то интернет стал хуже. Понимаешь, когда
там, не знаю, сколько-то лет назад просто было бы хорошо увидеть бой, то сейчас мы уже начинаем говорить, а почему там графика не видна, а сколько фрагов, а сколько секунд осталось. Это нормально, растут требования. Этот вид спорта растет. Смотри, скажи тогда так, в чем проблема в интернете сейчас? Вот почему? Во-первых, нет, я понимаю, что самое идеальное это иметь кабель и выделенную линию. Кто там, не знаю, кто-то кричал про спутники, там, про автомобили, я знаю, могут приехать, поставить тебе точку. Как? Давай подойду издалека. Давай, подойди. Почему спутники невозможны? Это утопичная идея. Потому что те, кто понимает в технологии, спутник может отдавать, допустим, на большой скорости, но принимать он вообще не может, потому что прием на спутник идет совершенно часто по другому каналу. Ну, допустим, в предыдущих поколениях спутников мы можем по DSL, VDSL, по телефонам, по радиосигналу, почему угодно. Когда вы пишете в Гугле, как приготовить яичницу, этот текст занимает очень мало байт, и отправить его нужен маленький поток. Но количество фотографий с рецептами видео – это большой поток, это большой объем данных, и их хочется, их нужно получить, поэтому спутник прежде всего отдает. Мы как-то пытались еще в Италии выяснить про спутник и пробовали арендовать немецкий спутник, но когда мы сделали тесты, оказалось, что скорость отдачи максимальная, там что-то было 2,5-3 мегабита, это в общем какие-то маленькие значения для нас, во-первых. А во-вторых, все зависело от погоды. Вдруг приходят тучи, и спутник не работает. И спутник хорош там, где просто солнце открыто, а еще тебе надо учесть вот эту линию движения спутников, так, чтобы в определенное время они были над тобой. То есть там целая морока, а ты в итоге не получаешь потока. И, конечно, лучше всего провод. И, как говорят наши друзья из телекоммуникационных компаний, чем беднее страна, тем дешевле интернет. Тем лучше интернет, потому что... А как у нас? В бедных странах, сейчас Россия это отдельно стоит, но в целом, говорят, в бедных странах под каждой пальмой есть розетка, есть провод. И там работать все как бы удобно и просто. У нас тоже, на самом деле, в каждом доме есть провод, но на Риконе мы с чем столкнулись? С тем, что... Самый главный вопрос. Сам в себе в здании, вот в Ленэкспо, стоимость интернета составляет, не знаю, половину стоимости мероприятия. Просто заоблачно высока. И когда приходит Газпром... Не половина там, но много, короче говоря. Четверть, пятая. В общем, это большая очень цена. И Ленэкспо это знает, что людям нет выхода, они часто покупают, когда там проходит, не знаю, Газпром или какие-то большие мероприятия, и не выкрутятся. И они этот интернет, одну линию растаскивают там на 100 точек. У нас одна точка, одно мероприятие, и поэтому так не получилось. И мы в итоге пользовались LTE, LTE-тарелкой, GSM-связью. И можно было бы это обойти, если бы за месяц попытаться в соседних домах найти тех геймеров, у которых бы был хороший интернет, и с ними построить Wi-Fi мост. В общем, это не слабая заморочка на 2 месяца, чтобы всех промониторить, выйти, сделать. Да, наверное, ради любви к искусству и спорту это надо делать, но мы не успели. Мы приехали из Монако. Но все равно это же нет, даже не то, что любви, это же дополнительные затраты. В плане, это нужны люди, чтобы они пошли, все это проверили, договорились. Да, это не получится просто. И еще вопрос стабильности. И поэтому, конечно, выбрали проверенный способ LTE-тарелка. У нас есть мощное оборудование, направленные антенны. Мы по картам расположения GSM-точек находим геопозицию этого LTE-соты. Направляем, смотрим данные, параметры данных, передачи данных радиоканала. В общем, мы это делали везде. И в Сербии, и в Италии, и в Монако, и на Риконе. И прошлый Рикон прошел стабильнее. Но в этом году мы напоролись на ту штуку, что, как нам подсказал наш товарищ, который директор Билайна в Калининграде, что все больше используют алгоритмы выявления эксплуатации трафика. То есть... количество стримеров и использование интернета увеличилось? Увеличивается, да. А клиентов много. Вот представьте себе, есть такая штука. Одна сота принимает максимум 60 клиентов. Что такое сота? Сотовой связи. Одна ячейка соты
Ну, то есть, вот вы видели на больницах или вот видели большие антенны, такие белые херни стоят там, это может быть МТС, Мегафон, кто угодно. Вот Ну, это, вот такие в плане шпиль, на котором да, вот да, много всяких да. И коробочек. вот эта одна точка, она на самом деле принимает там всего 60 ячеек. Если вы хотите войти в интернет, вы и там уже 60 человек сидят в Инстаграме, то есть не сидят в Инстаграме, а отправляют и получают пакеты, вы становитесь 61-м, вы ждете, пока кто-нибудь из них закончит отправлять, получать пакеты, он выходит как бы из очереди, вы стоите в очереди, и тогда вы можете отправлять, получать пакеты. И поскольку много людей покупает безлимитный тариф, и все начинают качать и там ставить торрент или стримить, есть и забирает канал себе, так чтобы интернет был для всех, есть алгоритмы отслеживания эксплуатации трафика, которые смотрят, ага, эти пацаны надолго засели. Вот у них идет поток, час, идет два, и канал не просто обрубается, он постепенно становится уже, потом отключается. Это вот именно поэтому были вот эти прерывания. Это те выключения, которые были у нас на Реконе. Да, на Реконе в первую очередь, где мы словили это очень сильно именно в этом году. В прошлом году мы на такое не попадались. Ну, как объяснили, что вот из-за того, что эти алгоритмы ввели сейчас. То есть, может быть, просто потому, что был выходной день, и построили, рядом сдали жилой комплекс, а мы как бы целились через пару километров на соту ближайшую, которая самый был хороший сигнал, которая находилась рядом с жилым комплексом, который в прошлом году строился, а в этом году сдался. Люди туда заехали и подключили свои телефоны, в общем, там стало больше пользователей. Это штука, которую не отмониторить. И отвечаю на вопрос, вот тоже это иллюзии про то, что можно вызвать от оператора автомобиль с интернетом. Я слышал об этом точно 3 года назад на Битве на Неве. Говорили, что можно вызвать, это будет стоить денег, но прям приедут, сделают все по красоте. Да, и они приезжают ровно с той же тарелкой, как приезжаем мы, и у них нету, как сказать, приоритизации трафика. У них может быть свой какой-то личный, как это называется, абонентский пакет, то, что мы покупаем у сотовых операторов, как называется? Ну, не знаю, тариф ты покупаешь. Тариф, да. Ну, может быть, свой тариф, но приоритизации трафика нету. Нету ни ID, ни IP, никак не могут вас следить, что у вас там какой-то золотой тариф и вас выделить. Мы пытались заказывать эти автомобили на мероприятия с большим бюджетом, когда надо было в лесу делать показ моды. Звонили в Мегафон, звонили в МТС, в Билайн, 100 тысяч, 200, 300, неважно. Он говорит, приедет автомобиль и сделает то-то, то-то, то-то. Мы говорили, в смысле, как так же, что и мы, поставить просто LTE-антенну узко на соту направить на высоком штативе? Он говорит, да. И безлимитный трафик, да. Но если там будет зажимать, на что же зажмет? Да. И все. То есть вы платите парням, все, они приезжают, делают то же самое, что и мы, и толку в этом нет. В общем, если, друзья, вы знаете, или у вас есть коррупционные связи в системах, связи. Для продвижения бугурта мы должны ударить. Поделитесь, пожалуйста, потому что нам нужен какой-то канал. Вот. Кстати. Ой, сейчас подожди, я тут буду отвечать периодически. Вот пишут, пригласите Марину, пожалуйста. Можно решать? Сейчас, подожди. Пригласите Марину, пожалуйста. Так а зачем приглашать Марину, если Марина сама спокойно может сделать свой стрим, у нее это прекрасно получается. Я периодически у нее спрашивал советы, какими программами она пользуется и как она это делает. И вот как мы говорили, что чем больше людей будет стримить, чем они это будут делать чаще и интереснее, выдумывать какие-то новые фишки, то... А Марина это вот эта замечательная девушка, которая комментировала бои. Да. Она комментировала на Реконе женские бои. Ты там сидел в тот момент, это было в субботу вечером. О, Марина, спасибо тебе большое, мы не успели познакомиться, и то, что ты делала, было хорошо. Я слышал тебя в наушниках, и мы не успели пообщаться, но это были хорошие комментарии, хорошее сопровождение. И если нужны советы и техническая поддержка, я готов поделиться всем чем угодно, а Марина из Петербурга? Нет, из Москвы. В любом случае, можем помочь поучаствовать, как-то скооперироваться, и не только в комментариях, но и в стримах, в рестримах. Я считаю, что это нужно делать как можно больше. Юр, ты должен озвучить то, что мы большие шаги сделали в прокладке оптоволокна, и, скорее всего, будущие стримы будут по оптике и по кабелю. Потому что у нас появилась сейчас возможность со знакомством с ребятами
прокладки оптоволокна на очень длинную дистанцию. Ну, Юра, поясни про оптоволокно. Да, Ну, мы сейчас работаем над этим. слушай, но это зависит еще от площадки, потому что даже если мы можем проложить 10 или 20 километров оптоволокна, Да, речь идет о таких километрах. то Артём, не чтобы ты понимал. везде на этой трассе мы можем получить добро на прокладку. Если в России это проще решается, Да. то за границей меньше. И потом мы не можем проложить по асфальту, по дороге, где ездят машины. Мы даже такие варианты рассматриваем. Да, Как рассматриваем. инженеры мы рассматриваем Да. такие варианты. Кроме Да, того, что мы потому закупили кучу километров оптоволокна, у нас есть еще гарпун. Артем, мы занимаемся этим вопросом. Всё. Подожди, у нас да, есть да. гарпун, есть этот самый лук и стрелы, чтобы закидывать в соседние дома. Это не шутки. У нас есть Вы такие технологии. индейцы эти. Да, мы уже получали люлей, убегали и закидывали снова, у нас получалось. Поэтому давайте... Все ради стрима. Все, Всё ради да, все стрима. ради бугур там. Ну не обязательно бугур-то, Юр, ты же не Ради только, бога. смотри, давай вот пара слов так, чтобы ты же не только бугуртом занимался, ты же, это не то, что ты пришел, мы тебя попросили снять бугурт, и ты вдруг на бугурте начал все это тестировать. Конечно, И нет, делать. нет, было очень... Давай пару слов, вот просто, что ты делал? Вот, Слушай, вот- я- Нет, ты же, во-первых, ну не бугурт, не только Да. бугуртом занимаешься. Нет, Чей будешь? до бугурта, грубо говоря, 10 лет подряд я делал экономический форум, и это подписание президентов наших стран и других стран Это договоров. в Питере, который Да. форум, который проходит, вот, Мы снимали... который отменили сейчас. Да, мы снимали, господи, Чубайс, Медведев, директоров наших больших корпораций, делали стримы для Russia Today, Bloomberg, и CNBC, множество каналов, делали телемосты России, Ереван, Берлин, Шанхай, очень много телемостов, очень много стримов международных, междугородних и каких-то вот таких запутанных штук. Спорт был также, мы делали гольф, футбол. Кстати, одно из самых интересных мероприятий – это работа на воде. И вот с Сергеем мы работали на профессиональной рыбалке, и когда поле спортивной борьбы растягивается на сотни километров, потому что катера ходят до 50 километров вверх по реке, вниз по реке, а всех нужно получить сигнал, и это тоже очень интересная задача. Но, кстати, вот хочется еще попробовать делать яхтенный спорт, кому нужно, давайте попробуем вместе, потому что яхты находятся на открытой акватории, это очень сложная техническая задача. Вот, и кроме этого я снимал немножко кино, сериалы, клипы, рекламу, можно посмотреть на моем сайте, там много клипов, которые вы видели, с большим количеством просмотров. Ну, в общем, это тоже часть работы, потому что иногда интересно, иногда очень любишь хлебушек, но иногда хочется и булочки. Не, ну я все это спросил не из-за того, что какую-то рекламу дать, а просто вот из-за того, что человек, он умеет делать стримы, это его, так сказать, работа была. И мы его пригласили для того, чтобы улучшить наше качество, поднять на новый уровень, и все равно мы сталкиваемся постоянно с кучей проблем, и, наверное, основная проблема – это стримы же это недешево. Да. Это же, особенно вот если надо сделать стрим там экономического форума какого-нибудь, Да. или подписание президентов, где не, как бы нельзя там, чтобы связь был обрыв Да там с какой-то, еще телефона какие-то можно проблемы. Слушай, да, я там расскажу, что даже есть такая вещь, как человек, имитирующий лысину Путина, ну, по крайней мере, это было на моих съемках, когда мы поставили 24 прибора, 2 штук устанавливали, все нормально. А это можно рассказывать? Да, наверное, не знаю. Тут приходит девушка и говорит: так, пацаны, показывайте мониторы, ну, все включите, мы стоим, 3 часа ждем, она заходит и проводит какого-то мужчину и говорит ему: встаньте здесь, сядьте, встаньте здесь. И спустя вот 10 минут мы понимаем, что это она смотрит на блеск, на лысине. И потом подходит к нам и говорит: выключите вот эти приборы, а вот эти включите. Ну ладно, все, погасили, сделали. И он уходит, и все. И нас просят выйти, мы смотрим на экранах стрим, и смотрим свет, и понимаем, что она вот это вот соотношение регулировала. Мне не на чем показать, но, в общем, бывает и так. И действительно, очень ответственно, и даже в этих стримах есть такая замечательная вещь, как день тишины. То есть, допустим, мы там месяц могли работать, строить павильон, 3 дня устанавливать оборудование, а потом 1 день должно все работать, но никого не должно быть. Не приходят ведущие, не приходит никто, стоит просто пустые павильоны, и они работают. Идет стрим, идет сигнал, идет на экран, идет в интернет, пишется, вот все, что все системы работают. И, конечно, хочется, чтобы у нас был день тишины, и в этом году в Монако у нас был плюс 1 день репетиций, и от этого стрим стал на 1 день лучше.
А если было бы Спасибо большое, Артем. то было бы на 2 дня лучше. Да. Но в любом случае есть куда расти. И я уверен, что зрелищность, зрелищность этого шоу. Вот как раз был вопрос, сколько длится подготовка к стриму. Понятное дело, что это вопрос такой общий. Если стрим, вот ты сидишь из дома, то это может и час. А если ты делаешь на Бугурт Прайм, который сейчас на экране, это может и 2-3 дня, и неделю. Слушайте, давайте я покажу одну такую вот очень важную вещь, просто замечательную. Я не знаю, много ли нас будет... Что ты ржешь? Да. Я вспомнил, перед Монако эта комната была завалена оборудованием, мы собирались здесь 5 раз и обсуждали схему. Вот в целом, допустим, вы смотрите стрим из Монако, который идет там 2 часа плюс 3 часа. Ну, он нашел больше, потому что еще был перерыв, это именно Так, сами вот бои. Потом посмотрим, значит, что я хочу. У нас есть... Можно ли это показать? Ну, наверное, можно. Схему. Да, подожди, сейчас покажу. Схема. Как его... Сейчас. О, Юр, ты же Поперечного снимал, да? Да. Недавно. Скоро выйдет... Даня был в этой комнате не раз. Да. Скоро выйдет новое шоу Дани. Мы заканчиваем его цветокор. Уже почти доделали звук, сдан монтаж. Вот смотрите, друзья. Замечательный человек Александр Федоров, технический директор Бугурт Прайма, мероприятий доблести веков и битвы наций, отрисовывает все в мельчайших подробностях. У нас есть 3D схема того, как это будет. В сантиметрах. В метрах и сантиметрах. Вот есть его канал, вы подписывайтесь, ставьте лайки. И можно зайти посмотреть все мероприятия, которые были отрисованы в 3D. Это не шутки. Вы смотрите, Сербию была снята с коптера со всех сторон. И насколько это помогает для стрима, потому что... Сейчас я хочу... Во-первых, еще КП, что нужна же координация действий. Ты же не можешь сам взять и все проложить, не координируя с техниками, светом, звуком. У тебя должно же быть... Да. Вот посмотрите, если вы помните Санта-Севера, битва наций, 2018 год. Эх, кто ее не помнит. Прекрасное мероприятие. Очень много фотографий. Просто сам себе вот этот 3D-рендеринг, эта подготовка. Мне напоминает Counter-Strike, знаешь, вот как этот CS Италия. Помнишь, ты играл же, наверное, да? Нет, я, к сожалению, уже не играл давно ни во что, потому что нет времени, все время уходит на подготовку. В общем, здесь было все просчитано, метры, километры, нюансы, как будет проходить коммутация, где будет ресталич, где будет стоять оператор. И это может выглядеть как игрушка, но это большое количество работы. И самый важный момент, что объективно на подготовку стрима уходит, может быть, 2 месяца. Вот Бугурт в моей голове, кроме того, что разговоров было на полгода, вот мы так активно готовились 2 месяца. Бугурт, в смысле, Бугурт Прайм? Да, Бугурт Прайм. У тебя просто, сейчас расскажу, у Юры и команды свой сленг, например, всех маршалов они называют... Пчеловоды. Это очень мило, меня это веселит. Ну вот потому что у них такие... Ну почему пчеловоды? Потому что есть пчелы и пчеловоды, потому что у одних полосатые, а другие вот так меняются местами. Да, и мы не знали, как их назвать, там иди спроси пчеловодов. Да. В общем, долгая подготовка, и потом здесь, на студии, перед Бугурт Праймом, мы всю линию собирали 3 раза. То есть 3 раза завозили сюда оборудование, собирали, смотрели, получается вот так. У тебя схема есть? Вот у тебя осталась схема или... Я просто помню, ты мне ее показывал, и я решил, что я даже не буду это открывать и смотреть, я ничего там не понимаю. Да, но это не просто, не знаю. Ну ладно, если есть не просто, то все равно. Она где-то есть, в общем, очень много схем подключения коммутационных блоков, элементов. Потом, опять же, хочется, чтобы мероприятие делало 20 человек, да, и есть такой момент, когда мы находимся в Петербурге, нам что-то не хватает, мы можем съездить на склад, добрать, или в магазин купить, или еще что-то пересобрать. Когда мы летим за границу, мы находимся как на необитаемом острове. Ну, в Италии, например, во Франции ты ночью ничего не купишь. То есть у нас хотя бы ты можешь поехать купить какие-то приборы, там, взять их, а никак. Да вон даже ты расскажи по поводу Сочи, помнишь? Как ты рассказывал, что вы приехали в Сочи и не могли найти оборудование для съемки, и вам просто случайно повезло, потому что все оборудование и так в Питере и в Москве.
Ну, таких историй действительно много. У меня есть другая история, когда мы поехали на Камчатку в экспедицию, и с собой тащили коптер. А несколько лет назад коптер — это вот такой чемодан, это всегда с собой сложно провозить. Ну, выключай. И Это уже другое. сейчас, ага, закрываем. Возвращаем. Короче, Камчатка, да, коптер большой, и мы летим на самолетах до Москвы, очень много оборудования съемочного. Потом летим из Москвы до Петропавловска-Камчатска. Приходим в себя, там постоянно садятся вертолеты, не выспаться. Потом мы садимся через сутки на автобусы. Едем там сколько-то, не помню, там 500, не знаю, километров долго до поселка Эсса. Выкладываем оборудование, делаем тестовый взлет. И почему-то ошибка какая-то. И коптер на расстоянии 40 метров от земли выключает моторы на секунду и сразу их включает. Но вот эта секунда было достаточно, чтобы он разогнался вниз, и на включенных моторах он падает, разбивается в щепки, и ты находишься среди вулканов на Камчатке, где ну, просто некуда бежать и некуда делать. И мы начали звонить в Питер, выяснять, как починить быстро коптер. И с нами у нас был наш друг-проводник, он сказал, типа, спокойно, парни, не ссать. Позвонил своему товарищу в МЧС, которого живет в этой же деревне. Обратились к нему, Саша. И у него оказался новый коптер, модели лучше, чем наша. И мы могли не тащить и не париться всю эту дорогу, просто уже оставить его в Питере. Бывают и такие ситуации. Юра, В общем, работа на необитаемом острове — это сложно, надо все подготовить. И поэтому сколько месяцев готовится стрим? Долго. Скажи другое, смотри, как это все вести? Потому что вот у нас была проблема, мы делали Next с командой в МФЦ и уперлись в то, что автомобиль туда не едет, в Париж, то есть никакая фура, ничего. Все нужно вести на самолете. Во-первых, я понимаю, не все оборудование можно провести на самолете, и два, это его много. То есть Слушай, это же, ну почему-то всем, наверное, кажется, что ты берешь камеры, ноутбук и все подключается. Но я зашел к тебе на студию перед отъездом и увидел почему-то какое-то нереальное количество килограмм проводов, которые весят, вот, что там только не было. Уйма всего. Я думаю, слушай, есть два ключевых момента во всей этой истории. Это слабоумие и отвага. Потом начинаются трезвые расчеты и четкие схемы, потому что расскажу историю такую. Опять же, когда мы летели в Италию, нас было багажа больше, чем людей, и мы уже заплатили за второй багаж, а за третий багаж это было слишком дорого. И мы брали просто мониторы в сумки. И мы проходим контроль, и я понимаю, что еще 2 сумки с мониторами остались там, никто их не смог взять. И я свои сумки все снимаю перед таможней, ставлю просто на пол, рядом с очередью, и ухожу, говорю по границам: слушайте, я забыл свою сумку. Говорит: молодчик, из этой зоны уже не выйти, здесь же пограничная зона. Я говорю: ну я забыл, она там лежит, пустите меня. И они меня через какой-то служебный вход выпускают. Я иду туда, беру еще 2 сумки с мониторами, опять прохожу весь контроль, и оказываюсь уже с 4 сумками с мониторами, с компьютером, с этим говном. Вот так вот втаскиваю через таможню, прохожу, и дальше пихаем все в самолет, летим. Это, конечно, не панацея, и так делать не надо. Но в целом это дурацкий путь, но вот банальный выход в том, что ищите оборудование, которое легче, ноутбуки мощные, но легкие. Старайтесь все это как-то упаковать в трусы, в носки, не знаю. Это каждый раз индивидуальная история. Ты думаешь? Не-не-не, я хотел сказать по-другому, что мы же все-таки говорим для простых людей, и для простых людей, наверное, не составляет проблемы взять фотоаппарат, ноутбук. Там. Ну подожди, за фотоаппаратом тянется карта захвата, за картой захвата тянется ноутбук, а еще должен идти звук. А чтобы звук вот не брать с камеры, нужен микрофон. Ну, там может быть больше всего. Одну камеру нет смысла тащить, лучше поставить телефон. Это просто телефон, есть компьютер с камерой в одном девайсе вместе. О, Юр, стой, вот сейчас, подожди. Смотри, был вопрос. Как сделать, чтобы в онлайн-трансляцию на экраны выводились составы команд, их статистика и повторы? Потому что тоже заметил, что все привыкли смотреть футбол, все привыкли... Хороший вопрос, спасибо вам большое. Все привыкли смотреть баскетбол, они все видят онлайн всю графику. Отличный вопрос. Да. Спасибо. Вот, смотрите, по этому поводу мы показываем вам, собственно, Бугурт Prime, в котором здесь все это выводилось. Здесь были видеоповторы, графика, очки. Значит, начну с простого. Да, на Реконе, например, этого не было. Этого не было, потому что нужны были еще компы и люди. В целом, давайте по порядку. Чтобы был просто стрим с 3 камер, вам нужно
Общий план крупный-крупный, 3 камеры завести в пульт, взять микрофон, у которого никто не матерится, завести его в пульт, все это отправить после пульта в комп и в интернет. Чтобы добавить видеоповторы, вам нужно между пультом и интернетом поставить сервер, который будет записывать, допустим, с 3 камер 3 потока. И будет сидеть оператор видеоповторов и отмечать хайлайты, типа, о, это хороший момент, его в базу данных, это хороший момент. Это сидит отдельный человек, постоянно так вот внимательно смотрит не в один кадр, а в 3, а в нашем случае всегда в 4. Отбирает хорошие моменты, и когда конец боя, у него есть уже его там лонг-лист или шорт-лист хайлайтов, он их выкидывает в плейлист реплея, и идут повторы. В общем, это минимум 1 человек, и минимум еще 1 комп, у которого есть карта захвата с 4 входами и с 1 выходом. В плане непростой комп, то есть это Да, не подойдет какой-то, какой-нибудь там типа Mac Pro. Это нужны компы, кроме того, что с мощным процессором, с парой мощных видеокарток, еще они должны быть между собой все дружить с софтом, и уже в этом случае OBS не подойдет, или софт какой-то. Ты что, замер? Говорит, я напряжен. А что здесь такое? Почему-то так поздно? Это только старый. Давай. Значит, продолжаю. Про видеоповторы мы поняли. Чтобы выводить хоть какую-то графику, я сейчас не говорю про очки, туда же нужно в цепочку перед интернетом поставить комп, у которого будет, допустим, это будет плей-аут, где будет идти одной графой прямой эфир, а другими графами будет идти видеоконтент. Реклама, заставки, обвязки, перебивки, что-либо. И там же могут появляться плашки с подписью. Артем Васильев, Юрий Исхаков, да, там, президент Бугурт лиги, например. И это еще 1 компьютер. А теперь 3-й компьютер, более сложная штука, то, что мы делали в этом году. Есть, допустим, Excel-таблица турнирная, которую создал Иван Корягин, замечательный человек, который очень четко все систематизировал, все очень правильно внес, чтобы не было лишних пробелов, запятых, чтобы не было ошибок в названиях команд, чтобы не было ошибок в ячейках. А не Саня Титов-то внес? Нет, Иван Корягин создал эту таблицу. Ладно, не принципиально. Грубо говоря, Саша, Ваня, все молодцы. Логику, что будет такое количество команд, и мы создали, в общем, есть все эти ячейки. Кстати, к этой таблице, вот то, что мы увидели на Бугурт Прайме в Монако, мы шли уже 2 года, пытаясь первый раз это интегрировать в Сербии. Значит, допустим, садится Саша Титов, в эту таблицу начинает все вносить данные. С этой таблицы в реальном времени эти данные подхватываются к нам на сервер и генерируется графика, вот то, что вы видите сейчас наверху. Мышкой не показать, потому что мышка отключена. В общем, наверху вы видите 1 красный шлем слева, 4 красных шлема справа. Это генерируется графика у нас в эфире, и такая же отдается Максу Юраку на комп, который играет графику. Кто такой Макс Юрак? Для видеостен. В плане это имеется в виду, ты называй, да, видео там... Макс Юрак это видео-диджей. Виджей. Но это чуть больше, чем виджей, потому что он создает контент. Он отрисовал всю анимацию, все эти огненные шары, разлетающийся пепел. Вот. Я просто для людей, потому что Макс Юрак никто не знает, а если скажет, что виджей, всем будет, наверное, чуть грубо говоря, виджей, но он видеохудожник, он зафигачил за много суток много контента, а самое главное, он придумал логику распространения этого контента. И, грубо говоря, по NDI, по протоколу, с нашего сервера на его сервер идет эти данные. Так вот, когда Саша Титов вбил то, что как эта команда называется, то, что слева? Западная башня. А это? Таурус. Вот что у Западной башни 1 человек выбыл, Титов пишет, 1 человек выбыл. Когда он нажал Enter, у нас эти данные сразу появились в нашей графике автоматизированные, и это вышло. И на эту автоматизацию графики, грубо говоря, уходит еще 3 компа. 1 комп у Саши Титова, который передает данные по локальной сети. Локальная сеть очень важно, чтобы в ней не было интернета и прочего мусора, чтобы не забивать канал, чтобы это не прерывалось и чтобы никто не перебил кабель. А по Wi-Fi это еще опаснее, потому что много шума на 2,5 Гц и на 5 Гц. Короче, по кабелю. Есть комп, который генерирует графику. Идет эта графика на комп к Максу Юраку, который рисует ее на экраны, и комп, который рисует к нам в эфир. Вот.
И получается, как бы цепочка компов, вот, где вот все вот так вот должно между собой работать. Мы поэтому 3 раза здесь все собирали, чтобы тестировать, по Юр, какому протоколу опять как перебиваю. проходит. И Давай. все это за 5 секунд. Нет, в смысле, все это получается быстрее. Это сердечко с за выбывшим секунду. бойцом должно появиться. Не за 5 секунд, это моментально. Ну, то есть, Ну, окей, задержка там до секунды. И все 4 человека должны за 5 секунд это сделать. Все 4 Факт. человека следят за тем, чтобы автоматизация не нарушалась. Чтобы вот процесс передачи данных, данные текли и процесс работал. Поэтому, как это сделать просто, я вам не отвечу. Мы написали софт, который это делает пока так. Ну да, был вопрос, какой софт мы используем для вывода всего этого на экран. Но, как я понимаю, такого софта нет. То есть его, грубо говоря, нужно написать. Немножко не так. Вы написали скрипты в рамках Skylake. Skylake — это софт, который используется на Первом канале, на РТР, на НТВ, в Канаде, в Новой Зеландии, по всему миру. Этот софт написан российскими разработчиками. И Сергей Перминов, наш главный IT-инженер вот, всех стримов всей Руси, он и есть представитель Skylake. И они уже раньше жили в Петербурге, теперь живут в Канаде. Не суть, это очень стабильный софт с возможностью писать скрипты, и он дорогой, действительно, лицензия там сколько-то десятков тысяч долларов стоит. И у нас есть просто этот софт, мы с ним работаем. Потому что когда нужно, любая математическая ошибка в памяти, в процессоре видеокарты приведет к обвалу всей этой пирамиды. Поэтому главные сервера, как Playout, как сервер графики, они должны стоять на проверенном железе и на проверенном софте. Вот это вот почему эти штуки стоят дорого, потому что они работают стабильно. Вы можете купить недорогой комп, попробовать скачать VMix бесплатный, но, грубо говоря, когда VMix обращается в Google Doc, и там больше 2-3 ячеек данных, он заваливается. И уже начинает тормозить, и данные выходят плохо, ну, в общем, не получается хорошо. И вот это, в любом случае, путь проб и ошибок. И попробую еще раз ответить на вопрос, как это сделать просто. Никак. Пока не знаю, потому что, когда мы были в Сербии, сербское телевидение предлагало нам свою систему. У них есть такие коробки, но они тоже там по сколько тысяч долларов стоят. Это тоже трата денег бессмысленная. Но, в общем, когда оборудуются залы под баскетбол, футбол, волейбол, там это оборудование закупается, ставится. Поскольку мы, как Шапито цирк, ездим, разворачиваемся, сворачиваемся, нам нужно под разные мероприятия какой-то универсальный софт, универсальный сервер. Поэтому мы это придумываем, можем это делать не так дорого, как это стоит аппаратные решения. Получается, основная проблема чаще всего, в которую мы упираемся, это люди. То есть, грубо говоря, чтобы нам что-то вывести дополнительно или сделать, нам нужен плюс человек, плюс к нему какое-то оборудование. Мы хотим сделать что-то еще, мы прибавляем 1-2 людей и прибавляем еще оборудование. Грубо говоря, Recon обслуживал 4... Меньше. Нет, больше. Нет, 4 или 5 человек. Сейчас было 2 оператора, был режиссер, был я. Нет, еще был инженер, у нас было 5 человек. Видеоповторов, без графики, вот просто чтобы 4 камеры работало, 2 статичных, 2 с операторами, и чтобы стрим шел. 6 человек. На Бугурте у нас было 12. Да? 12 или больше? В Монако 12 или 13 человек обслуживал, там уже были видеоповторы, очки и все такое. В Сербии нас было 21, включая всех волонтеров, потому что у нас было больше площадок, больше камер. Больше дней. Больше задач, больше дней. Да. Смотри, Юр, пока сразу давай. Такой вопрос. Сейчас я быстро закончу. В общем, возможно, спустя еще сколько-то времени мероприятий мы выработаем какой-то софт и сделаем его доступным, чтобы вы сами могли кнопить, и это как-то выходило. То есть мы над этим работаем, и хочется, как мы говорим, рыцарям помочь и сделать удобные какие-то плюшки. Да, давай, смотри, был вопрос такой. В комментах часто пишут, что не хватает звуков ударов с ресталища. Трансляция очень проигрывает от этого. Я вот как раз перед этим Prime... Я читал комментарии Мити Скагаевского, что палишь задумки. Спокойно, Митя. Там еще столько задумок, что... Задумок много, а иди ты повторить, знаешь. Да. Да. Вот. Не все мероприятия получаются. Я просто сам столкнулся в этом году, понял, что, оказывается, нужно специальное оборудование, а возможно даже специальный человек. Ну вот.
мы снимаем звук с площадки. Микрофон на площадку занести сложно, его разобьют. Нужен еще человек. Вот, на самом деле, позиция звукорежиссера — это то, за что мы часто боремся. И Видео вруби. в Сербии у нас был звукорежиссер, там со звуком было получше. С одной стороны. Но с другой стороны, вы поймите такую вещь, что когда вы смотрите кино, где вот там прямо слышно, как меч находит на меч. Я думаю, нет, это, смотри, я думаю, говорят про бокс. Вот, например, про тот же бокс, где у тебя стоят это вот эти... постанова. Где, видимо, стоят просто звуковые вот эти пушки, ну, вот как мне Саша рассказывал, Слушай, что стоят вот эти штуки. Мы ставили звуковые пушки на ресталище, но просто очень много паразитных шумов туда заходит. И вот еще раз повторюсь, потому что мы привыкли, что в кино мы видим, как люди борются, и там вот звук удара металла. Да. И это специально выведенная звуковая Что картина. Это пушка звуковая, достаточно узкая. Мы таких ставим несколько штук в самый центр ресталища. И ставим как можно, ну, как бы так, чтобы никто рядом не матерился, как-то высоко, направляя просто в гущу событий. Эти пушки работают ну, как минимум 2 было на Бугурт-Прайме в Монако. И это тоже большая сложная штука. В общем, по-хорошему нужно еще 2 человека на звук. Один — это бумер, человек, кто делает микрофоны и кто мониторит. Посмотрите, как делается гольф, например, или какие-то большие спортивные мероприятия. Вы увидите, что рядом с оператором постоянно бегает человек с микрофоном, который направляет свою пушку всегда в центр события. И он слушает, чтобы это было. Конечно, это еще человек. И поэтому это получится, но чуть позже. Слушай, Юр, но с другой стороны такая ситуация. Смотри, звук у нас есть, а у нас есть комментаторы стрима. И получается, что как вот это все сочетание сделать? Они говорят, на заднем фоне у тебя бои, плюс еще зрители, и чаще всего у нас комментатор на трибунах находится. То есть, который что-то рассказывает для местной публики. Сейчас вам покажу. В целом, ну, как бы, комментаторов мы уже частично победили. Ну, в том плане, что, например, на битве наций у нас было 6 комментаторских позиций. Русская, английская, украинская, китайская. И точно была какая-то еще. И это тоже, ну, сложная разводка. Ты говоришь про создание звуковой картины. Мы часто переходим к изображению, к визуальной части, чтобы было видно хорошо, внятно, понятно. То же самое со звуком. Если приедет, кроме наших 10 человек, работающих с видео, еще хотя бы 4 работающих со звуком, будет слышно лучше, чем видно. Можно будет все выключать, все будет и так понятно. Поэтому, да, нужны люди и звукорежиссеры, техника. И отвечая на... Что ты хотел показать? На паузу включил. Да, ну я хочу показать, что вот видите, ребят хорошие, появились гарнитуры, микрофоны, их стало хорошо слышно, и даже теперь видно. В следующий раз мы научим их что-нибудь делать и показывать. Может быть, будем разыгрывать футболки, бутылки любимого вина Скарпа, либо какие-то подарочные еще сертификаты на удар по голове или по жопе, ну, не знаю. В любом случае, вот скоро эти ребята научатся какой-то активности, появляясь в кадре. Так, давай смотри, ладно, я продолжу. Вопросы, возможно, которые как раз такие попроще. Значит, а почему нельзя снимать на одну камеру? Это же будет недорого, ты привозишь одного человека, одного видеорежиссера, ставишь одну камеру, вот как сейчас, например, вот на экране у нас показывают, вот ты такую камеру ставишь, чуть поближе делаешь ее и запускаешь. Почему нельзя? Есть замечательный человек, дедушка Юрий Спиридонов, правильно? Да. Он делает эту работу, делает ее классно, и вот дядя Юра живет здесь недалеко, в Кучино, и я к нему ездил, что-то ему помогал делать. Да, это возможно, это просто. И еще проще ставить телефон и сразу же стримить. Какой-нибудь, не знаю, iPhone, там, Samsung. И вам даже не надо будет писать и скидывать. У нас даже в прошлом году на Реконе была такая ситуация, что обвалился интернет. И первые 30 минут стрима были с телефона. Потому что комментировал Антон Горбунов. Я поставил на штативе телефон, сделал просто с балкона общий план ресталища, гарнитуру по проводам подключил, дал Антону, и он комментировал 30 минут в телефон. Это можно делать, это очень хорошо.
Так а почему все же мы делаем с 4 камерами, с 5, что-то еще, вот, ну, как бы Я зачем думаю, все это? я думаю, чтобы просто разобраться в деталях, чтобы было лучше видно, больше вникнуть внутрь, в гущу событий. Есть такое мнение, что одна камера, вот один общий план, просто будет неинтересен именно не фанатам этого спорта. То есть мы сами слышали часто от людей, когда ты берешь неудобный для кого-то ближний план, ну, вот, а людям это интересно, они говорят, да, как бы круто, лучше вот так, лучше смотреть какой-то экшен. Всем же, наверное, хочется посмотреть, как в фильме. Это хорошая мысль, потому что, как бы, я не знаю, стоит ли об этом сейчас говорить, но в целом, чтобы стримы, вообще фестивали, бои, чтобы все это оправдывалось, нужно больше зрителей. Привлечь зрителей одним общим планом. Ну, представьте себе футбол. Представьте себе футбол в пивном баре, где один общий план. Ну, то есть, тех, кто, ребята, скучают, наверное, могут, или вот фанаты футбола могут в этом деле... Футбол это, мне кажется, плохой тащиться. пример, вот, потому что там и так, ну, один общий план, он только сменяется, когда какие-то паузы или что-то. Так, в общем-то, тебе показывают основной мяч. То есть есть мяч, ты за ним следишь, других планов не показывают. Зрителей во время того, когда идет игра, тебе никто не покажет. Вот. С футболом тут все попроще. Слушай, у меня такие метафоры, но все не очень для эфира. Ну, в футболе есть повторы, в футболе есть ближний план. Слушай, в любом случае, игроков. ребят, надо... Не, вопрос... Да. Здесь же надо договориться, что это аттракцион. Конечно. Ну, как ни крути, мы делаем зрелище. Неважно, футбол, водное поло. Мне порой кажется, что люди любят не столько то, что им показывают, сколько как им это показывают. И если мы показываем сочно, даже те вещи, к которым ты равнодушен, ты будешь смотреть с восхищением. Я не сторонник там, вообще в целом, не знаю, может быть, спорта или многих видов спорта, но когда я иногда включаю Олимпиаду или спортивный канал, вдруг я вижу, что там что-то интересное происходит, меня туда втягивает, потому что я чувствую скорость, я чувствую напряжение, я чувствую нерв, и этим хочется как бы этого хочется попробовать, потому что мы же в любом случае не знаем, может быть, это компенсация или те вещи, которых в жизни не хватает, мы их находим в виртуальной среде. Почему вы играете в те игры компьютерные, которые более динамичные, более прорисованы реально, где есть интересная сюжетная линия? Ну, не просто так, да? Поэтому мне кажется, что фиксация на одну камеру возможна. С экономической точки зрения это более выгодно и просто. Поставил и пиши. И специально для тех, кто хочет, мы будем делать стрим с одной камерой, ну просто по отдельной ссылке. Мы это уже обсуждали, нам интернета не хватало. Вот для тех, кто хотят смотреть просто свой общий план. Многие просто еще, если брать бойцов, они хотят пересмотреть. Они приходят домой, им хочется посмотреть. Вот я был вот здесь в углу я стоял, а вот включили, да вот как сейчас, крупный план включили, и те, кто слева, если они там остались, то их не видно. Да. Ну и плюс все-таки люди должны, кто снимает, это разбираться. Я уверен, что если мы сейчас найдем хороших операторов, профессионалов с Матч ТВ, причем, кстати, у нас, если не ошибаюсь, работали люди с Матч ТВ, в Италии точно я видел несколько человек, вот, и сказать им дать... в Сербии тоже. Да, дать им денег и сказать, ребята, делайте, очень круто, я уверен, что они сделают круто, но ИСБшники скажут, что это было вообще за... Ну, не по меркам ИСБ, там будет много крупных планов, но это нормальные игра, на которые все наступают. Я думаю, что важной планкой или целью вот нашего роста является то, чтобы с площадки иметь возможность сделать много потоков, делать один стрим, как бы игровой, где камера переключается, все видно, что-то выводится, и еще пару стримов, где есть просто общий план, или где есть возможность переключать между тремя планами. Ты сидишь в YouTube, ты сам щелкаешь между планами, ты смотришь то, что тебе надо. Юр, я услышал запрос на разбор полетов после боя. Боец должен пересмотреть весь свой бой без конца, чтобы он был в кадре, и сделать работу над ошибками. Вот, скорее всего, бойцы этого просят от нас. В целом, кстати, мы можем заливать просто общий план. Ну, да, ну вы тоже поймите, бойцы это сколько, наверное, не знаю, пара процентов от того, сколько смотрит стрим, то есть, ну, сколько на мероприятии, чаще всего в районе 150 бойцов на таком, на большом турнире, а стрим, например, посмотрело 10 тысяч человек.
И маловероятно, что всем этим 10 тысячам нужен был крупный план ради 150 человек делать, вот если только сделать отдельно, ну вот как Марин. Ну, кстати, вот сейчас у нас пошли комментарии по поводу того, что если мы включим звук, то будут неприятные выражения. Ну, тут уже мы никак на это не можем повлиять, только на культуру. Неприятные выражения появляются не столько от бойцов, сколько от окружения, потому что народ стоит, делать нечего, и они матерятся. Вот мы там слышим часто мат, и как-то пытаемся подвинуть микрофон выше от людей, потому что как матерятся люди там внутри, это непонятно, это просто несвязанное бормотание. Юр, смотри, вот такое. Подскажи, пожалуйста, какая скорость интернета нужна для стрима, именно простого? Например, там для разного качества, для 360, 480, 720. И сколько трафика вообще съедается чаще всего вот за стрим турнира? Ну, стрим турнира стандартный у нас, например, это 3 часа. Ну, вот такой небольшой турнир, 3-4 часа. Чтобы ответить на это, нужно просто взять калькулятор, и вы можете набрать в интернете. Юр, ну на самом деле это относительные данные по поводу скорости передачи интернета для какого-то качества. Все зависит от качества, в котором мы делаем трансляцию. Ну, вот и был вопрос, что вот если, например, в 360 делать уже так, или там в 720. Дальше это минимум, если это HD, ребят. 70, ну, вот 70 это чего? реально минимум. 70 чего? В секунду мегабит. Ну, вот. Короче, за рекон ушло 26 гигабайт. Это, по-моему, там 2 дня. 6 часов. Типа, ну, грубо говоря, по 6 8. часов каждый день. Ну, там, может быть, по 7-8. 6 и 8, по-моему. Да. Первый день был долгий, второй день был покороче. Плюс туда-сюда, в общем, около 30 гигабайт у нас высосал 2 дня рекон. По поводу скорости, я хочу обратить еще внимание, что есть такой обманчивый момент, что не столько важна скорость, сколько соединение со следующими узлами. У вас может быть, компания вам дает 200 мегабит, но вы начинаете стучаться в Москву на сервер или куда-нибудь во Франкфурт на сервер, и у вас бах, 10 мегабит. И вот вы как их не трясите, ничего не произойдет. А может быть, вам дают 200 мегабит, а у этого провайдера есть еще клиенты. И в рабочие дни их нет, а в выходные они приходят домой и начинают занимать сеть. И у вас все сужается. Ну, в смысле, ваш поток сужается. Поэтому чем больше, тем лучше, понятное дело. Но есть минимальные показатели, типа, если ваш канал 20 мегабит, то уже велика вероятность, что вы не выдадите стабильный поток. Хорошо бы там мегабит 30-50. Но окей, простая математика. Ну, чаще всего это будут делать с интернета же, правильно? И важно еще, что смотрите, мы же говорим о том, что ваш поток не должен падать ниже той скорости, в которой вы вещаете. Если вы вещаете в 4 мегабитах, 4000 килобит, то ваш интернет должен быть хотя бы 10, 12 или 20, потому что его верхняя будет плавать, а вниз он не будет падать. Но если у вас будет 6 мегабит интернет и 4 мегабита поток, он будет постоянно до 3 проваливаться и будет обрушать ваш поток. И вам нужно будет просто гонять качество, вещать в 2 мегабита, в 720 или в 480, вы тогда пролезете. И когда у нас на реконе сейчас падал, когда мегафон зажимал наш канал, нам приходилось сначала, чтобы вы как бы могли смотреть, его опускать, потом мы посоединялись, был обрыв, и снова интернет возвращался. Не знаю, говорю ли я понятно, но есть кому надо типа. Ну, да, тут реально получается, ну ладно, мы берем сейчас, да, простого человека, он пришел с телефоном, у него есть свой YouTube канал, или ВК Live, или Facebook Live, и ему хочется постримить турнир, он либо поставил штатив, или сам ходит с телефоном и все это снимает целый день. Вот ему, как бы, нужен просто стабильный мобильный интернет. Да, но ссылку он устанет стримить, он отключит, он постримит 5 минут, и как бы это будет чуть посмотрит, потом сядет аккумулятор, но если вы берете какую-то держалку для телефона, подключаете USB-банку, ставите это на штатив, все настраиваете, стримите, уходите, это там звук ударов не будет слышно. Не, тут уже вопрос, это не для, так сказать, не для любителей, для профессионалов посмотреть. Вот
Да, вот тебе нужна картинка. Вот у меня удачный стрим получился, я делал вот со своего телефона с битвы на Неве. Можно вот включи на ютубе сейчас. А по времени сколько? А вот давай сейчас как раз посмотрим. Ну да, Бугурт-лига. Видео. И, кстати, если с одной точки он будет с нами стримить, скорее всего, будет 62. Ниже, давай. Да, Юр? Ниже. Он будет забивать ниже, тот же ниже. самый канал, который, возможно, Ниже. выберет Вот. Битва на Неве. официальная трансляция. Ну да, кстати, вот то, что Сергей говорит, что если приходит много людей и они тоже на мегафоне и начинают Ты стримить, включи. то мы как бы возможности соты выбиваем. Но просто еще, ну, здесь есть много нюансов, к одной или соте мы подключены. В общем, вот это ты ставил, я помню. Это я, да, на Алиэкспресс купил. Можем, кстати, скинуть без проблем, что мы покупали. Как мы это назвали? Стрим для бедных? Ну вот. О, кстати, я. Ну вот, мы купили штатив, мы купили клетку для телефона, Powerbank. По-моему, даже микрофона не было. Но основная задача это показать то, что происходит на ресталище. Вот мы выбрали более-менее адекватный, да, общий план. Вот удобно, когда бойцы здесь рядом находятся, их можно рассмотреть. Неудобно, когда они там вдалеке. Но сразу видно, что качество не очень, правильно? То есть, ну вот, невооруженным глазом бросается. Но почему? Информационно есть абсолютное повествование, видео вполне. Почему? Почему плохо? Не-не-не, я же говорю, для тех людей, вот 1600 человек практически посмотрело это видео на ютубе. То есть я думаю, если бы я в ВК это запустил, то было бы лучше. Ну и, кстати, вот ты, Юра, говорил, наверное, совет, правильно, что пускайте стримы не на ютуб. Не обязательно упираться в YouTube. Да. Это все-таки... YouTube это не та вещь вот для стримов. На YouTube вы сможете перезалить. Социальные сети, у вас есть группа подписчиков или группа, которую вы администрируете, заливайте в социальные сети, у них есть механизмы распространения. И ты пока рассказываешь вот важную вещь. В общем, сетап, как бы, не люблю этих слов, но как бы минимальный сетап для начинающих стримеров, это несложно. Это вот, сейчас я покажу, например, с айфоном. Вот такая трихомуть. Подключаете там Powerbank, не знаю, монитор, ставите штатив. Трихомуть это слово из лексикона? Да. Ну, в общем, это несложно, доступно, и в это интересно поиграться. Митис Кагаевский пишет, что типа действительно звуки приглушают как бы эмоциональные зрители, да, те, кто сопереживают, и Митя забавно пишет. Потому что когда мы сидим обсуждаем уже, как все прошло, мы уже знаем, как это сделать. Но вся проблема в том, когда мы высаживаемся на этот необитаемый остров. Постфактум, все постфактум. Когда высаживаемся на необитаемый остров, у нас времени остается до начала мероприятия там 26 часов или там 48, неважно. Кажется, что дофига, но это значит, что вы не будете спать, вы не будете есть, вы будете просто делать, и потом должно зажечься. И вот каждый раз я просто верю в то, что зажжется. Ну, за 3 месяца до Монако в этой комнате мы все собирались. Несколько раз, не один раз. Смотрели схему на этом мониторе. Да. Каждый проводок. Ты нас заставил собрать всю схему в этой комнате, которая должна была собрана... Ну, понятно. Ну, сейчас мы опять вернулись к нашим проблемам и Монако. Это вот все-таки сложно неподготовленным людям будет сделать стрим формата даже Рекона. Да. Но то, что я хочу сказать, даже то, что сделал Тёма, и то, что мы показываем здесь, этот самый, как это называется, битва на Неве, это уже как бы подвиг, потому что, смотрите, все ресталище в кадре, важно, горизонт есть, важно, экспозиция нормальная, вы видите всех бойцов, не темно и не светло. Даже если послушать, слышно, что там происходит, и здесь можно понять, что где и как и почему. Он поставил высокий штатив, нашел эту точку, или я тебе поставил. Ты мне помогал, да. Да. Но в целом это тоже подвиг, потому что научиться делать так, чтобы было хотя бы внятно. Хотя бы внятно и видно, это тоже большая часть работы. У меня есть еще под финал. Ну да, там еще было пара вопросов, и сейчас давай быстренько. Вопрос, например, такой.
Какие различия между стримом в помещении и на открытой площадке? Ну, я думаю, примерно понятно, что в закрытой площадке все чуть попроще. Открытая площадка может быть как в Сербии. Накрывает адовым ливнем и смывает все. Короче, да, когда все провода стоптаны под глину, когда я написал парням: ребята, мы едем в солнечную Сербию, возьмите шорты, очки и плавки. Все приехали, взяли с собой шорты, очки и плавки, а там был ветер, В дождь. Сербии же, как я слышал, вы провода потом откапывали. Вы их сначала специально закопали чуть-чуть, а потом после дождя глина сделала из них. И пришла сотня людей, и они втоптали все эти провода в глину, и потом это было тяжело, и парни просто носки обматывали стрейчем, одевали в мокрые кроссовки, чтобы хоть как-то поработать. Тогда все заболели, В общем, конечно, в помещении лучше, сухо, тепло, можно не торопиться, не потеть. Главное, приезжайте заранее, а вот когда стрим на улице, его лучше за пару суток начинать готовить. Потому что Юра, а ты можешь 5 рекомендаций для съемки в экстремальных условиях дать для видеооператора? Могу. Первое. 5 рекомендаций для съемки в экстремальных условиях. Не ссать, тепло одеться, взять с собой аккумуляторы и флешки и не забыть нажать на запись. И даже если земля из-под ног уходит, за вами несется тигр или полиция, держите горизонт и композицию. Вот просто, если вы не будете держать горизонт и композицию... И кабель за собой несите тоже от интернета. Я снимал в Янгоне, это Бирма, столица, и там запрещены съемки на коптере. Ты же убегал, да? Да. Я снимал на коптере, потому что, центральный храм, красота. Я снимаю и увидел знакомого таксиста, который вез меня за репортаж. Подожди, ты ответь, это ты для себя, для души снимал, или это тебе нужно было? Какой для души? Для души я лежал дома и спал. Нет, это была работа. Нужно было снять облеты вот этого центрального храма. Обвешано золото, инкрустировано камнями драгоценными. Ко мне побежала полиция, охрана вызвала полицию, вот так со всех сторон. Таксист меня просто за такси затаскивает, прячет и говорит, полиция. Я набегу, а когда взлетаешь над джунглями, взлететь легко, сесть непонятно, не видно из-за деревьев, куда садиться. Я хватаю коптер, вытаскиваю флешку, кладу ее под язык, бегу через джунгли вниз по склону, сую коптер туда, и мимо идет полицейский, который видит у меня как коптер другой, который не знал, что я снимаю. И говорит, коптер, окей. И с этой флешкой под языком я еще час шел по парку, чтобы выйти, потому что, самый главный материал, можно полиции отдать свой паспорт, деньги, коптер, но главное не отдавать флешку. Поэтому парни не ссут. Об этом и речь, кабеля в глине, ладно. Тот материал, который должен быть снят любыми способами, любыми усилиями, он должен быть снят. Не важно, что кабеля в глине. Не важно, что дождь идет. Да, в общем... Короче говоря, те, кто снимают, они вот сейчас сказали основное, что если вы решили снимать, вот, кстати, дядя Юра отличный пример, мне кажется, вот он садится снимать, и все, и он не уходит ни поесть, ни в туалет, вот он сидит и снимает. Да, хотя у него всего лишь одна экспозиция, кажется, легко, он поставил камеру, она у него стоит, и ты можешь уйти, главное, на плей нажал, но вот ты же даже не стримишь. Я предъявлял по поводу обеда один раз. Короче, в этом нет ничего веселого, самое главное, нет ничего интересного, потому что это отдельная работа. И, в общем, надо, как любую работу, делать ее до конца и с подготовкой. Ну, слушай, как я понимаю, еще никто у нас не использует стримы на Твиче. Вот мы только недавно начали, хотя эта платформа известная, почему-то все уперлись в YouTube. Как я понимаю, потому что у нас нет аудитории на Твиче. Ну да, но хотя Twitch, это же, ты мне рассказывал, он создан для этого. Он создан для того, чтобы там стримить, получать какие-то донаты, да, В общем, Twitch это еще впереди, потому что, нет аудитории, и самое главное, непонятно, зачем аудитории именно там смотреть, потому что наши парни, наша аудитория сидит в Фейсбуке, ВКонтакте и часто еще на Ютубе, поэтому Юра, зачем я еще дойдем? думаю, платформа Твича очень круто подойдет для отдельных бойцов, звезд, которые смогут вести свой блог личный. Вот я сейчас столкнулся с Максом, который сейчас завел свой блог, и он детально разбирает какие-то бои. И твичевая платформа, скорее всего, подойдет очень круто именно для
индивидуальных бойцов, которые раскрывают Ну вот, схемы. ну вот да. Это... Ребят, я думаю, что Короче. мы просто в определенной степени еще в начале пути. И можно каждый раз и каждый день говорить, что мы еще в начале пути, но мы в начале пути, и нам надо просто нормально расти, совершать ошибки, делать работу над ошибками и не бояться этих ошибок. Это нормально. Я думаю, что дальше будет лучше. Надо, чтобы больше людей занималось стримом, развивало это все. Правильно? А еще... Ну, чтобы зрители приходили, приглашайте своих бабушек, приглашайте своих дядь, теть, тех, кому не нравится, когда друг друга бьют, и кому нравится, может быть, они найдут что-то интересное. Кстати, у меня была такая просьба, давайте как-нибудь дядю Юру Спиридонова официально поблагодарим, вот где-нибудь на каком-то официальном награждении, потому что он делает много, у него фанатов много, и я уверен, что вот официальная благодарность не бумажку вручить, а вот позвать на ресталище, под музыку, под падающий салют, сказать: дядя Юра, спасибо большое, вот ты принимаешь участие. Да, это отличная идея, Да. главное, что это можно реализовать. Да. А в целом, я думаю, что нас еще ждут как бы новые формы взаимодействия с аудиторией. Может быть, какие-то конкурсы у нас не получилось в этот раз сделать, но в Монако. В целом, должен налаживаться диалог, поэтому пишите, мы за хейтеров, за флут, за грязь в чатах, вот, чтобы рождалась живая энергия, когда кто-то за, кто-то против, получается любовь, поэтому давайте больше И вот, взаимодействовать. кстати, для этого нужны модераторы чатов, плюс еще один человек, модератор чата. Да. Обязательно. А когда у тебя сразу 4 социальные сети, и 4 на русском, 4 на английском, 4 на французском, 4 на сербском, тебе надо уже несколько модераторов, чтобы все следили, чтобы там не было грязи в чатах. Ребят, ну а Да, волонтеров ну. вы собираетесь благодарить, которые люди, Волонтеров. которые готовы ради идеи идти без каких-то Хорошо. оплат? Волонтеры. Да, волонтеры тут тоже, кстати, много делают. И у нас девушка Лена много мероприятий помогала нам с подсчетом очков. В качестве волонтера ездила в Сербию и была в Италии. В общем, народа, чтобы вот это мероприятие любое состоялось, очень много людей участвует не только в стриме, а в самой организации мероприятия. Потому что мы же не только там 220 вольт протягиваем, а вот всех привести, все это расставить, Сережа Стич, чтобы построить все эти ресталища, да все. Ну, кстати, вот я, как говорится, в самом конце тогда уже постараюсь пообщаться на этой неделе с Сережей. Может, у нас получится. Может быть, мы соединимся. Он из дома, например, я отсюда, чтобы нам не ездить друг к другу в этой ситуации. Ну, вот, потому что и уже пообщаться на другую тему, уже пообщаться на тему судейства. Судейство правил, потому что для многих бойцов это намного важнее, чем съемки. Удивительный момент. Вот сейчас в нашем диалоге я вообще забыл про коронавирус, я вообще забыл про этот самый эпидемию, самоизоляцию и карантин, потому что мы с тобой смотрим бои на экране, где можно ходить на улицу, нормально общаемся, значит, эта тема работает. Значит, надо звать Серегу, надо звать еще людей, потому что вот камера, вот свет. Давайте стримить. И, друзья, приходите снова и предлагайте, мы можем здесь курить кальян, играть в карты. Что еще можем? Можем на раздевание, можем на одевание. Не стоит. Ну, мы просто позовем кого-то, девушки. Да, приходите, короче чтобы говоря, было интересно. да. У нас вот есть студия, есть место. Зовите Женю Джексона, может быть, он на раздевание поиграет в карты. Но имеется в виду, что все это мы, ну, понятное дело, мы это будем делать уже после вируса. Не. Но мы же можем подключаться там по скайпу, по хэнгауту, по чему угодно. Это же не составляет Почему? проблем. Мы же можем в целлофан сдвинуть того, кто к нам придет. Мы же здесь сидим. Дистанция 2 Всё, Юра, метра. давай, Всё. Хорошо, Дистанция кстати, 2 мы метра. также попробуем сделать, может, какой-то телемост и в соседнем окошечке подсоединить еще людей. Давай сделаем, конечно. Да, вот телемост был бы сейчас самое то. Вот. Да, телемост на раздевание. Нет, все. Все, ребят, спасибо большое всем, кто принимал участие в этом стриме. Артем Васильев. Юрий Исхаков. Доброй ночи и пока. Всем пока. Ура.